Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы запишем очередной выпуск кофе со вкусом Чернобыля. И этот самый вкус добавят нам мифы Чернобыля. Мифологизация чернобыльской темы. Изначально самый распространенный, наверное, миф был это мутанты. То есть, если радиация, значит должны быть мутанты. Но время показало, что самый жизнестойкий — это миф о водолазах. Вот с него мы и начнем. Но сначала все-таки поставим кофе. И попутно я вам, начну рассказывать. Кто-то из журналистов в советское время пустил такой миф. Услышав, видимо, в кулуарах, так сказать, правительственной комиссии или от кого-то еще, что грядет паровой взрыв, расплавленная масса, ядерное топливо из реактора прожигает все на своем пути и приближается к огромному бассейну с водой. И что неминуемо приведет к огромному паровому взрыву с колоссальным выбросом радиоактивности наружу. Некоторые наиболее рьяные товарищи предрекали, и что топливо из соседних 3 реакторов испарится. Ну, в общем, выдумывали всевозможные широкомасштабные последствия для всего человечества. И, к сожалению, этот миф остался жить. В последнее время он еще усилился кинематографом. А, кстати, кофе я варю как обычно. Самый простой, с добавлением соснового сиропа из шишек, собранных в Чернобыльской зоне. Это еще один миф, который может стать реальностью. Для начала давайте разберемся, who is водолазы. Ныряльщиков за жемчугом брать не будем. Хотя они тоже погружаются в воду с головой, но никто их водолазами не называет. Водолазы есть легкие. Легкие на большую глубину не опускаются. И они автономны. Сейчас их популярно называть дайверами. Кто завлекается дайвингом, они используют как раз таки гидрокостюмы, маски и акваланги. Есть тяжелые водолазы для выполнения глубоководных работ. Именно глубоководных. У них свинцовые ботинки. Они очень тяжелые, чтобы не всплывать и не плавать, а производить работы на морском дне. И вот благодаря кинематографу, сериалу «Чернобыль» и последний фильм «Чернобыль. Бездна» укоренился в сознании чернобыльский водолаз. Это особый вид водолазов. По версии некоторых товарищей, чернобыльскому водолазу достаточно просто зайти в воду. Главное, чтобы она была радиоактивная. И пусть это будет даже не выше колена, как в случае с 3 водолазами, так называемыми, которые спасли мир. А на самом деле просто спускали воду из бассейна Барбатера, когда топливо там уже было. Что в принципе не умаляет героизма их поступка. Они же шли в неизвестность, никто же не знал, есть там топливо или нет. Но они пошли и спустили эту воду, открыли задвижки, которые не были в воде, не были погружены полностью в воду. Дозы они тогда взяли, по словам одного из них, небольшие. 2 до сих пор, слава богу, живы. 1, Борис Баранов, умер в 2005 году, спустя 20 лет славной работы на ЧАЭС. И вот, благодаря некоторым товарищам появляются еще одни водолазы. Уже работники электроцеха. У меня записано интервью с одним из них, Иван Черный. Посмотрите его с
33 минуты, где он подробненько обо всем рассказывает. И в том числе на мой вопрос, погружались ли с головой. Ну, не буду спойлерить. Послушайте, там буквально несколько минут, и вы услышите историю закрытия задвижек системы пожаротушения из первых уст от человека, который это на самом деле делал. И который, кстати, после выхода ролика, где представлены еще одни водолазы из электроцеха, после того, как этот ролик вышел, мы с ним общались по телефону, и он, мягко говоря, выражал свое несогласие и недовольство с тем, как была представлена эта история, его рассказ. Ну, пусть это останется на совести того, кто это делал. Так вот, чернобыльские водолазы. Самый живучий миф и будет жить, по всей видимости, века. Стоит ли с этим бороться? Ну, поначалу, вы знаете, я был ярый сторонник того, чтобы везде и всюду опровергать. Этого не было. Было совсем не так. Но потом я понял, что народу это надо. И если он хочет верить, что были чернобыльские водолазы, и тем более, что они ныряли в практически кипящую воду, по версии Данилы Козловского. А тут и, видимо, Козловский впечатлился сказками, где добрый молодец прыгает в кипящее молоко, и оттуда такой: оба-на, добрый молодец, красавец. А царь-батюшка такой прыгает туда и сварился. Вот. Так вот, герой Данилы Козловского прыгнул в кипящую радиоактивную воду и вышел оттуда героем. Ну, а, видимо, Советский Союз сварился в этом кипятке. Так вот, бороться с этим, не имеет никакого смысла. Те люди, которые хотят в это верить, они упорно будут в это верить. И даже демонстрируя им прямые доказательства, что это не так, даже они не будут верить словам очевидцев или участников. Они все равно будут продолжать верить в эту красивую историю. Потому что она необычна. Она выбивается из обыденной жизни, из обыденных производственных каких-то будней или простой ликвидации даже такой техногенной аварии. И, кстати, с кем бы я ни общался из участников и свидетелей этой катастрофы, никто из них не считает себя героями. Они просто выполняли свою работу. Да, в экстремальных условиях. Но, на мой взгляд, их всех тогда можно считать героями. Даже ВОХР, вооруженную охрану, которая была на КПП-2. В чем героизм? А хотя бы в том, что они не ушли с поста. Буквально напротив них 4-й развороченный блок, у них на глазах это все бабахнуло. И они не ушли. Они не оставили свой пост. Турбинисты, которые сливали масло в Машзале, не менее заслуженные люди, не менее героический поступок, чем слив воды из бассейна Барбатера. Который, если бы они этого не сделали, там реально существовала опасность масштабного пожара в Машзале, которого, по сути дела, в Машзале-то пожара особого не было. Мелкие возгорания какие-то были, но масло успели слить. И взрывов, и пожаров в Машзале не было благодаря этим людям. Но об этом никто не вспоминает. Они же в масло не ныряли, они же не прыгали, там в масле не плавали, не купались. Это же неинтересно. Подумаешь, сходили там, задвижки пооткрывали и слили масло. Вот так, к сожалению, устроена, я не знаю, психология человека, чешо. Надо что-то героическое. К месту, не к месту, я вспоминаю советский анекдот
про Александра Матросова. Люди, жившие в Советском Союзе, воспитанные, наверняка помнят эту героическую личность, который амбразурой, своим телом закрыл амбразуру фашистского ДОТа. Не могли преодолеть высоту, он подкрался к нему и накрыл своим телом амбразуру. Есть такой анекдот. Подбегает Матросов к ДОТу, и его последние слова: «Ёп, мать, гололед». Но нужны были герои. Для себя я отметил 7 наиболее стойких и гуляющих до сих пор мифов или сказок. Кстати, как рождаются чернобыльские сказки и мифы, послушайте мой рассказ «Рождение чернобыльских сказок». О водолазах я уже сказал. Самый жизнестойкий миф, неубиваемый абсолютно ничем. Ну и хай себе живе. Еще один миф — это то, что в ночь на 26-е кто-то видел тело Ходимчука в развалах с севера. Видел что-то белое, лежащее среди обломков. Если бы это было на самом деле так, и об этом было доложено, то я думаю, что в день и на следующие дни, наверное, вы проверили эту версию. Тем более была возможность и облета с вертолетов, и приблизить, зумировать конкретное место. Но никто снаружи тело Ходимчука не искал. Но зато, как звучит интригующе, загадочно: я видел тело Ходимчука. Дуга. Чернобыльская дуга не менее напичкана всякими мифами. Один из самых распространенных — это то, что ее вполне сознательно специально строили возле Чернобыльской АЭС, дабы целый блок 1000 мегаватт работал для снабжения электроэнергией этой антенны. Вы вообще можете себе такое представить? 1000 мегаватт, один блок для работы одной антенны. Я не могу себе такое представить. А с дугой связан еще один миф. Подземный тоннель. О нем, кстати, упоминает начальник медвытрезвителя. Вот, послушайте. Но он опять же не утверждает, что он на самом деле был. Он с чужих слов говорит, что был тоннель с узкоколейкой для доставки оборудования. Я тут не могу понять, в чем секретность, зачем рыть такой тоннель и какое секретное оборудование нужно было так прятать, чтобы доставлять его под землей. В общем, я слабо верю в это. Но сталкеры, ради бога, если вы найдете подтверждение уже замурованному, естественно, тоннелю, это будет сенсация. То есть этот миф, в принципе, 50 на 50. Может, что-то и было там. Какой-то транспортно-пешеходный, я не знаю. А может, для эвакуации. Что-то, может быть, и было. Еще один миф, то, что связанный с антенной, это то, что ее сигналы спровоцировали аварию на 4-м блоке. Те, кто распространяет его и верят в него, забывают одну единственную маленькую деталь. Дуга-2 была принимающей антенной, а не передающей. То есть она не передавала сигналы. Она их принимала. Передающая была вот тут, как бы недалеко почти от Славутича, в Любичи. Она была передающая.
а Чернобыльская принимающая. Ага, еще один тоннель, раскрученный Криосаном. Ох, Криосан, конечно, блин, лихие ребята. Они буквально из ничего делают что-то такое сумасшедшее, неимоверное. Я посмотрел кусочек того ролика, где они плывут на надувной лодке по тоннелю, который связывает третью очередь с первой и второй очередью. То есть он пролегает под обводными каналами где-то глубоко. Только смысл, зачем такой тоннель? Единственное, что связывало эти очереди, это подземные коммуникации. Электропроводка, трубопроводы, все. Теплокоммуникации какие-то. Но никаких таких тоннелей, в которых можно плыть или ходить в полный рост. Но Криосан вот так вот подает, и народ это хавает. Я по-другому не могу сказать. Этот закадровый голос. Ой, радиоактивная лужа. Ой, брызги полетели. Ой, сосулька, я ее лизнул. Ролики, граничащие с дебилизмом. Но еще раз подчеркиваю, такая подача материала находит немало приверженцев и сторонников. Но у меня кроме смеха ничего не вызывает, честное слово. Ребята нашли тему, волну и активно ее разрабатывают. Крутят колесо обозрения в Припяти, дают свет от аккумулятора где-то там за стенкой. Ну, в общем, в каком-то роде, как креативщики, молодцы. Так, а тем временем наш кофе уже подходит. Еще один миф. Видеокассеты. Я не буду говорить, кто год назад мне позвонил и сказал: Саша, есть человек, я знаю, могу дать его номер телефона, который лично вынес видеокассеты со станции, на которых записан момент взрыва. И кому-то их передал. Ну, меня такая информация, честно говоря, сразу же настораживает. Потому что я знаю, что в то время промтелевидение на станции существовало. Промышленное телевидение. Но об этом давайте поговорим уже в более удобной обстановке. Ну, продолжим в более удобной обстановочке. Уже с вареным кофе. Итак, видеокассеты. Меня насторожило то, что существуют какие-то видеокассеты, и их кому-то передали. Что такое промтелевидение на станции, я прекрасно знал уже тогда. Оно существовало, но оно было, транслировало прямую картинку, то есть без записи. Видеозапись появилась значительно позже. В середине 80-х и в начале 80-х, когда промтелевидение только входило в атомную энергетику, видеозаписи не было. Мониторы были на блочном щите, они давали черно-белую картинку. Камера, которая в центральном зале была, она практически всегда смотрела на пятак. В редких случаях ее могли управлять, чтобы проконтролировать, все ли покинули центральный зал перед перегрузками или какими-то радиационно опасными работами. Вот и вся функция этого видеонаблюдения. Еще раз повторю, записи не велось. И когда я товарища, который мне позвонил с этой сенсационной новостью, попросил узнать у источника
этой сенсации, а кто же ему передал эти кассеты и кому он передал. Источник ЗНыК. Ну, не захотел общаться. Что для меня еще раз красноречиво подтверждает, что это просто миф, который пытаются раскрутить и придать значимости своей персоне, напустить дыму, туману на всю эту историю. Особенно после слов Николая Соловьева, которому Борис Толерчук сказал, что он видел, как пятак пошел вверх. Вот это он на самом деле мог видеть. Это реально. НСБ сидит за пультом практически посередине БЩУ, и мониторы с центрального зала, ну, можно сказать, напротив него. То есть он мог реально видеть, как пятак пошел вверх. Следующая невероятнейшая история — это два замурованных тела. Для меня это было вообще новостью, когда кто-то в комментариях мне написал, что от кого-то там слышал, что при возведении разделительной стены между третьим и четвертым блоком по оси 40 замуровали двух людей. Мне даже назвали фамилию этого человека, кто эту историю рассказывает. Я с ним связался, и он мне поведал следующее, что в неком поезде с курорта на курорт, неважно откуда, кто куда ехал, но он ехал с человеком, который, кстати, он сам ликвидатор, повествующий, участвовал в ликвидации. И в поезде он встретил такого же ликвидатора, они разговорились. И вот он-то и поведал эту леденящую кровь историю, что при монтаже разделительной стены в одном из помещений обнаружили два трупа, которые вот так вот сидели за столом. Вызвали КГБшников, те пришли, посмотрели и сказали: замуровать. И все. Надо сказать, что разделительная стена — это не в прямом смысле однородная прямая стена, воздвигнутая, ну вот как стена за мной, допустим. Да? Она условно проходит по 40-й оси. Режет, так сказать, третий и четвертый блок. Она проходила и по коридорам, по помещениям. Где-то использовались уже имеющиеся стены, где-то эти стены возводились. На самом деле из кирпича перекладывались проемы, помещения, коридоры. И она не просто вот так вот прямая, она ломаная линия. И в принципе я допускаю, что какие-то помещения замуровали. Но чтобы там замуровали людей, трупы, ну, это из разряда «я видел тело Ходимчука» между развалами, кирпичами и поваленных ГЦНов. Ну вот, честное слово. Есть еще один миф, о котором я хотел бы вам сказать. Его можно отнести к разряду трагическо-романтичных. И он очень хорошо обыгран в сериале «Чернобыль». Мост смерти. Название-то какое, да? Такое притягивающее. Мост, который соединяет что-то, объединяет, и вдруг смерти, которая обрывает все. Ну, красиво же. Имеется в виду мост перед Припятью через
через железнодорожные пути, с которого открывался и сейчас еще открывается достаточно красивый вид на саму станцию. Она оттуда как на ладони. Ну, сейчас, правда, уже подросший лес перекрывает вид. А в 1986 году станция практически как, на самом деле, как на ладони была с этого моста. Тот, кто пустил эту байку, хотел привлечь внимание к Припяти. И эта байка скорее для туристов. Ох уж это туристы. Туристический бум. И, как это сказать по-другому, вакханалия туристическая. Именно для них был рожден этот миф. То есть это скорее свеженький такой, нулевых годов. В 90-х годах об этом никто не говорил. Он родился в нулевых, где-то даже в середине нулевых. Нужно подумать, насколько это реально вообще. Вот если бы это было днем, вполне реально, что на мосту были бы люди. 2 час ночи. И в сериале HBO, как бы реально показано, как это могло бы быть на самом деле. Во 2 часу ночи подростки, дети, беззаботно гуляющие по Припяти и за ее пределами выбегают на мост. Что они там делают? Гуляют ночью. Беспризорные, родителям пофиг, где их дети гуляют. Родители сами с коляской тоже гуляют. Нет других мест в Припяти, понимаете? Нету, только как на мосту погулять. И в этот момент, вау! И все такие, возбужденно радостные, получают смертельные дозы, умирают потом в муках. Классная же история, правда? И тем более, когда она рассказывается на самом мосту, и эти туристы, разинув рот, слушают. Правда, да? Конечно же, идет. Именно так и не было. Сами припятчане категорически отвергают эту байку. Мне даже ее мифом назвать сложно, честное слово. Но она живая. Эта байка, этот миф живой, и им до сих пор кормят доверчивых людей, привлекая внимание туристов к зоне. И я думаю, что со временем появятся какие-то другие мифы, истории. Еще раз хочу сказать, что я в принципе не вижу ничего криминального в том, что Чернобыль обрастает сказками и мифами. Это как бы естественный процесс любого техногенного события, значимого события в истории человечества. Особенно когда к нему привлечено столько внимания, раскручивается и раздувается. Допустим, вокруг Фукусимы что-то я не слышал никаких мифов о Фукусиме. Я не слышал никаких мифов о крупнейшей химической аварии Бхопале. По одной простой причине. Эти истории не раскручиваются для привлечения туристов. Еще раз повторю, любое событие, на котором хотят зарабатывать деньги, будет обрастать мифами, сказками, которые будут вдаваться за действительность. Или так говорить, возможно это было, а возможно и нет. И в большей части люди будут этому верить. Даже если как бы и нет, это же так красиво звучит. В общем, мифы жили, живут и будут жить. В комментариях укажите, какие интересные мифы известны вам, о которых я не упомянул. Можно собрать коллекцию с вашей помощью. Будем жить долго и счастливо. И пусть никто не уйдет обиженный.